Приветик. Простите, что я немножко опоздала. Мы решали некоторые вопросы интернетные, чтобы у нас хорошо. Ой, подождите. У меня сейчас интернет через Wi-Fi. Эфир может виснуть. Ну ладно, если будет виснуть, я включу мобильный. Добрый вечер, всем приветик. Сегодня у нас... Я пополняла счет специально, чтобы провести эфир через мобильный интернет. И сейчас поняла, что я включила прямой эфир через Wi-Fi. Он сейчас у меня опять будет виснуть. Ладно, сейчас разберемся. Сегодня у нас 4-й день, и мы, в принципе, сегодняшним эфиром подводим итоги первой недели. За первую неделю мы с вами подготовились к вязанию свитера, мы сняли мерки, мы связали образцы, это очень важно, и мы уже начали вязать вперед и спинку. Ну, кто-то начал, кто-то нет, я сегодня вместе с вами начну вязать. Начальство задержалось сегодня. Здравствуйте, девчули. Да, пришлось мне немножко задержаться. Я покажу вам, как вязать двойную резинку, как вяжу ее я. Я покажу, как я отмечаю все свои узоры, схемы узоров, когда в процессе вязания, когда я их буду вязать. И если получится, если мы резинку сейчас быстренько свяжем, то я вам покажу, как я добавляю петли после резинки. В принципе, у нас не очень-то и много этой резинки, так что сейчас постараемся это все успеть. Если у вас есть вопросы, вы пишите мне обязательно. По поводу расчетов, может быть, что-то где-то я не успела вам сказать, или, может быть, я что-то не успела ответить в Телеграме, как раз пишите, сейчас есть время. Но давайте мы начнем, будем уже потихоньку вязать, потому что, в принципе, я хочу успеть сегодня с вами резинку связать. Не знаю, сколько это времени займет. Когда я работаю одна, у меня занимает полчаса, но с вами, как всегда, наверное, будет дольше. Добрый вечер, Натали. Э, Подбиваю свои домашние задания, вроде все сделала. Можно, наверное, не подбиваю. Можно приступить к вязанию спинки и переда, а вот на рукава нужно еще образец отвязать. Отлично. Да, нам до Нового года, у нас задача до Нового года связать, там даже не до Нового года, а до 2 января, то есть еще немножко захватив. Нам нужно связать спинку и вперед до проймы. Мне кажется, это очень легко сделать. Я специально сделала так, чтобы вы перед Новым годом сильно не были загружены, сделать расчеты и связать не так сложно. А потом уже следующие у нас останутся 2 недели в января, тогда уже я думаю, что нам можно немножко поднапрячься, связать пройму, вырез, рукава и обработать горловину ложной кетлевкой. Вот так я решила, и кто успеет быстрее, у того, значит, будет какое-то время повязать дальше, потому что расчеты проймы, выреза я буду рассказывать на следующей неделе. То есть вы совершенно спокойно можете до конца года связать полностью спинку вперед, а в начале следующего года докончить рукава. Так, мы такие болтушки, с нами не судьба быстро сделать. Вот поэтому я и говорю, с вами долго. Все расчеты и объяснения настолько великолепны у вас, все понятно, вы гений. Спасибо большое. Кстати, я загрузила сегодня днем, вернее, не днем, уже ближе к вечеру так получилось, видео на YouTube, которые связаны с вязанием разных узоров, вы уже можете их там посмотреть. Новичкам, я думаю, будет полезно тем, кто не может просто почитать по схеме и связать, кому нужно именно посмотреть, как это делается. Там есть узоры моего свитера зелененького, который я вязала до интенсива, и есть все узоры свитера, которые я буду вязать. Так, ну что, давайте тогда я поменяю камеру. Как мне быть? Если зависнет эфир, давайте тогда я просто переключу и включу мобильный интернет. Если нет, мало ли, может, он сегодня будет себя хорошо вести. Если что, у нас подстраховка. Если будет виснуть, вы пишите, и я сразу переключусь на мобильный. Ой, спицы уронила. Сейчас я их подниму. Так, вот, готово. Так, где моя, интересно, книжечка? А, вот она здесь, с моими узорами. Отлично. Так, вопросы задавайте, пишите, буду вязать и потихонечку отвечать, потому что, в принципе, сегодня такое несложное практическое занятие, и я смогу найти силы и время ответить. Так, вот, отлично. Все я сделала.
Ноутбук, конечно, я не смогу дальше отодвинуть. Это мои узоры. На всякий случай уже их достала. Так, сейчас я настрою YouTube. Как всегда, он у меня не настраивается. Вот, готово. Сейчас я вас поверну. О, Залина, привет! Наконец-то попала на эфир. Так, вот мои расчеты все, которые я с вами вчера делала. Куда-то они у меня уплыли уже. Так, сейчас я подправляю тут, чтобы было всем видно. Вот так. Вот этот шнур мешает, как всегда. Тут камера улетела. Ужас, блин, я не могу понять, как мне правильно все сделать. Так, вот, отлично. И камеру я теперь шнур могу подправить. Все, ура, сделала. Все, отлично, идеально. Я не могу начать тебе задание скинуть или что? Пока вы не посмотрите мое домашнее задание, я сомневаюсь в своих возможностях. Да, хорошо, я посмотрю. Я сегодня посмотрела все ваши сообщения вот за вчера и немножко за сегодня, до вечера. И как раз, если вы скинули вечером, я посмотрю, наверное, после эфира. Ну что, смотрите, вот мой моточек. Я вам уже говорила, пряжа у меня... Этикетки тут у меня нет, я их уже унесла, по-моему. Вот одна есть. Пряжа у меня вот такая Газал Baby Cotton XL, 50 грамм, 105 метров, 50% хлопка, 50% акрила. Спицы у меня вот эти вот кубические 5, но они как 4,5. У меня, видите, что случилось со спицей? Она погнулась. Я даже не знаю где, вот просто ни с того ни с сего я ее взяла, она у меня вот такая. То есть это спицы 4,5. Мне удобнее кубическими вязать первый ряд, вот резинку, потому что они остренькие и хорошо захватывают петельки. Потом, возможно, я перейду на спицы просто круговые. Посмотрю еще. Сашенька, я сегодня смотрела вчерашний эфир на YouTube и читала комментарии. Такая милость, тебе там пишет группа бабушек, что они вяжут всем подъездом. Ой, прикольно. Я, честно говоря, уже читала такой один комментарий, когда, я не знаю, может, это те же бабушки, когда женщина писала и рассказывала, что собираются они все у нее, соседки собираются у этой женщины, потому что ни у кого нет ноутбука, интернета, компьютера, они все собираются и просто как телевизор меня смотрят. Я была в шоке. Ну, то есть, может быть, там они вяжут или нет, не знаю, но она говорит, мы каждый вечер собираемся и смотрим, ну, выпуск предыдущий. Так, я отмеряю, мне нужно набрать 78 петель, вот мои расчеты. Я отмеряю ниточку. Приветик, Аня. Вот как вы у всех уже на устах. Прикольно. Так, извините, автозамена заменила слово вязание на задание. Не можете начать вязание, я поняла. Хорошо, буду смотреть. Итак, набираем мы итальянским способом, чтобы провязать двойную резинку. Я уже показывала, как набирать таким способом петли. Покажу еще раз. Первую мы набираем как обычно. Я уберу, наверное, чтобы не мешало. Первую мы набираем как обычно, набираем одной спицы. Вообще советую даже брать спицы чуть-чуть на диаметр, например, тоньше, чем те спицы, которыми вы будете вязать, чтобы край был не слишком растянутый. Ну, я просто плотненько набираю на те спицы, которыми буду вязать. Так. Да, да, вяжут они замеры сделали и все описали в сообщении. Ой, я почитаю, прикольно. Так, ну что, вот первую петельку мы набрали, нам нужно набрать 78. Дальше мы располагаем наши ручки и пальчики вот так, подхватываем эту нить снизу, эту сверху. У нас первая петля. Теперь эту нить подхватываем снизу, а эту сверху. Вторая петля. Просто следите за моими руками. Я буду считать, потому что я боюсь сбиться. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Сейчас все дружно отключатся. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. И последнюю 78 мы закрываем, вернее, набираем, как обычно, чтобы нам закрепить ниточку. Готово. Ржач с бабушками, супер. Мои последние 3 дня такие загруженные, что я даже эфиры не смогла посмотреть, и вязать не было сил. Сейчас вяжем резинку, да. Вот я, кстати, здесь на краешке оставляю ниточку подлиннее, чтобы мне потом этой ниточкой, этим кончиком сшивать свои края, сшивать спинку и вперед. Так, переворачиваем. Вот мы набрали. У нас петли сейчас как попало расположены, ничего не понятно, но сейчас мы будем с ними разбираться. Снимаю я первую петельку, и здесь сразу я уже отмечаю. Я вот тут карандашиком поотмечала, я вязала резинку со спинки, либо, не знаю, либо спереда. Ну, в общем, я тут поотмечала. Дело в том, что когда мы вяжем двойную резинку, мы вяжем вот этот один рядочек, мы вяжем 2 раза туда-назад. Из-за того, что мы сначала вяжем одну часть резинки, переднюю, например, а затем в следующем ряду мы вяжем заднюю часть резинки. Вот у нас 2 ряда туда-назад, они у нас выглядят как один ряд, потому что для того, чтобы связать нам один полноценный ряд, нам нужно сначала связать половину петель одних, затем развернуться и связать половину петель других. Поэтому, по сути, у нас здесь не 8 будет рядов, а 16. Чтобы мне не запутаться, 8 у меня, 16 или 4. Я вот все-таки рисую 8 клеточек в данном случае и сверху еще ставлю точечку. То есть для того, чтобы мне связать один ряд, мне нужно поставить точечку, потом зачеркнуть клеточку, точечку, зачеркнуть клеточку. И так я 8 рядочков свяжу. Вот мой первый наборный ряд, он у меня был лицевой, поэтому я здесь поставлю палочку и пожирнее поставлю, ладно, уже пусть будет так. И потом, когда я буду вязать изнаночный ряд, сверху я поставлю точечку. И таким образом я свяжу свой один рядок. Сейчас я вам это покажу. Набор петель итальянским способом. Ты нас завораживаешь. Ой, а что вы не смогли, Лариса? Пробовала итальянский набор, но у меня не получилось. Буду пробовать еще. Правильно, надо пробовать, чтобы все получилось. Я-то умею итальянский, мне нормально скоро, новички в поту. Да ладно, ну блин, я не знаю, мне кажется, я не очень быстро набираю. Добрый вечер. Итак, первую петельку мы снимаем. Я вот ее снимаю вообще просто как попало. Главное, чтобы у меня здесь ничего никуда не слетело. Теперь нам нужно понять, какие петли нам вязать. У нас есть, так как резинку мы вяжем, у нас есть лицевая петелька и изнаночная резинка 1 на 1. Как связать резинку 2 на 2 я показывала в других видео на YouTube. Если вы хотите посмотреть, можете мне в директ написать, я вам вышлю ссылку, либо, ну, сами поищите на YouTube. Будем сейчас 1 на 1 вязать. Вот смотрите, на меня сейчас смотрит лицевая петелька. Как я определяю, лицевая она или изнаночная? Она очень похожа на лицевую, если так приглядеться. И у нее вот эта правая стенка, она находится, задняя стенка находится справа, то есть как при вязании бабушкиным способом. Поэтому я сейчас ее вот так за заднюю стенку и провяжу лицевой. Готово. Первая лицевая. В двойной резинке мы провязываем лицевые петельки, изнаночные мы снимаем, нить у нас перед петлей. Смотрите, дальше у меня идет следующая петелька, и она похожа на изнаночную, потому что у нее вот тут есть небольшая перемычечка. Эту изнаночную петельку я буду снимать и нить рабочую размещаю перед петлей. Дальше у меня снова идет лицевая. Я провязываю лицевую, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю. И так мы вяжем первый ряд. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Вяжу до конца, слежу, чтобы у меня петельки не перекручивались. Вот здесь мне удобнее вязать более острыми спицами, чтобы подхватить эту лицевую.
Все очень просто. Чередование у нас идет. Главное следить, чтобы не перекрутилось ничего. Тогда край будет идеально ровный. Если вы заметили, вот видите, тут немножко перекрутилось, я все равно вижу, где у меня лицевая, и цепляю там, где нужно. Если вы увидели, что у вас край перекрутился, что-то неправильно, ну вот сейчас вы этого не заметите, а потом, когда вы провяжете несколько рядов резинки, то тогда вам, вот видите, пока что получается, пока ничего не понятно, то тогда вам нужно все-таки это переделать. Вам нужно все распустить и заново набрать петли, и заново связать первый ряд. Именно в том, правильно вы свяжете вот этот первый ряд, зависит, вернее, от того, правильно ли вы свяжете первый ряд, зависит красота вашего края. Если где-то вы сделаете ошибку, край будет неровный, и это будет очень заметно. Поэтому, ну, постарайтесь, потрудитесь. Если вы первый раз вяжете этим способом, можете попробовать на образце потихоньку повязать. Так, не смогла набрать таким способом. Ну посмотрите еще раз мое видео. Я показывала на золотистом свитерочке. Может быть, там будет понятнее. Или да, вот девочка пишет на YouTube, видео очень много. Я совсем не против буду, если вы с чужого видео научитесь. Так, вот у меня опять лицевая, изнаночная. Здесь у меня что? Перекрученная. Вот, размещаю петельку так, чтобы у меня была снова лицевая. Может что-то перекручиваться, поэтому следим внимательно. Лицевая, изнаночная, особенно если петель очень много. Вот самое важное связать правильно, аккуратно первый ряд, чтобы он никуда не перекрутился. Не халтурьте, если вы видите, что у вас нет явной лицевой, покрутите в разные стороны ваши ниточки на спице, чтобы найти именно то самое нужное положение для провязывания лицевой. Так. Повторение мать учения. Я раза с третьего смогла. Вина, ой, Залина, не поняла, не поняла. Раза с пятого начала понимать, где нижний край, да? Ну вот, мне кажется, что если вы новичок, то вам лучше на маленьком образце каком-то, там петелек 10, например, набрать и попробовать несколько раз, чтобы все получилось. Вот такое большое количество петель вы, конечно, можете, ну, грубо говоря, запороть. Так, вот я ищу лицевую свою. Видите, она у меня иногда перекручивается, ничего не понятно. Но если я разворачиваю ее вот так, то я сразу ее отчетливо вижу. Не знаю, честно говоря, я вот так на камеру вяжу. Может быть, я что-то где-то и перепутала. Будем смотреть. Если я что-то где-то перепутала, я потом отдельно буду перевязывать. Но стараюсь, конечно же, следить внимательно. Когда вяжешь одна без эфира, как-то себя, естественно, спокойнее чувствуешь. Так, практика нужна, все получится, да-да-да. Я даже не знала, что еще какие-то есть способы набора петель. Нет, есть еще много их. Думала только классический способ. Не-не-не, есть разные способы набора, и если интересно, можно всем обучиться. Они все действительно разные, и каждый по-своему хорош. То есть нет правильного или неправильного способа. Так, вот, довязала я до конца, готово. Пока ничего не понятно, переворачиваю. Теперь я буду вязать лицевой рядок, и я буду вот здесь сверху отмечать, что я, наверное, давайте так, первый наборный ряд мы не будем учитывать. Вот я связала изнаночный, теперь я буду вязать лицевой, я буду его здесь отмечать кружочком. Вот так будет правильнее. Тоже не разобралась, буду еще пробовать, пока ниточки жду свои. Разберетесь 100%. Тоже раза с пятого смогла понять итальянский набор, зато сейчас обожаю его и предпочитаю. Край с ним очень хорош. Да, это мы вяжем полую резинку, не двойную. Двойная полая резинка, она такая и есть. Она как раз будет двуслойная. Так, вяжем второй ряд, снимаем кромочную. И здесь снова, видите, у нас хорошо видна лицевая, вы ее увидите, а следом изнаночная. Изнаночная уже с перегородкой. Изнаночную мы точно так снимаем, как и в первом ряду. Лицевую здесь я уже провязываю так, как она у меня ложится. А ложится она у меня так, что я захватываю ее за переднюю стенку и провязываю классическим способом. Вот эту резинку,
как хотите. Если вы хотите, чтобы она сидела на вас очень плотно, вот прям сильно-сильно, тогда можно взять спицы потоньше. Но я вяжу ее теми же спицами, которыми я буду вязать свитерок, просто потому что она и так слишком плотная будет и слишком толстая, и такая, знаете, очень упругая, то есть она будет хорошо держать форму. Так я сама полгода назад узнала его. Этот способ. Самое трудное — это резинка 2 на 2, начиная итальянским способом. Раз 7 переделывала. У меня тоже есть видео на эту тему, кому интересно, можете посмотреть, как перейти с вот такой, с итальянского набора на резинку 2 на 2. Так, я тоже несколько раз пробовала, но в итоге все получилось, и это мой любимый наборный ряд. Он, кстати, мне кажется, даже проще, чем классический. Я вот не знаю. Единственное, что в классическом, низ такой, знаете, очень хорошо стянутый. Иногда это нужно бывает. А в этом немножко эластичный край получается, поэтому так и называется эластичный набор итальянский. Вот мы начинаем вязать, любой, да, любой край наш итальянским способом начинаем вязать с полой резинки. Вот наша вот эта полая резинка, которая в этом свитере, она у нас будет идти до самого конца резинки. То есть мы сейчас не будем переходить на простую резинку 1 на 1, а будем продолжать вязать таким способом. То есть лицевые мы все провязываем, изнаночные мы снимаем, у нас нить перед петлей. И все, и вяжем так 8 рядочков. Ну, по факту мы будем вязать 16 рядов, потому что один ряд у нас занимает 2 ряда. Да, мне кажется, я не успею связать. Вот я связала, начинаю вязать следующее, отмечаю здесь в клеточках. Обычным способом набирать тоже можно? Да, да, конечно, вы сами решаете, каким способом вам набирать. Долго ли умеючи, девочки? Я знала, что будем набирать итальянским, и днем научилась. Ура! Круто! Вот это класс! Сашенька, обязательно вязать итальянским набором или обычную резинку можно? Можно обычную, можно итальянским, можно каким угодно, как вам нравится, потому что в данном случае вы сами выбираете, какой вариант резинки вам подходит. Вы можете полую не вязать, вы можете просто начать итальянским, не вязать полностью всю резинку полой, а перейти на резинку 1 на 1. Это уже по желанию. Это ошибкой не будет, вам важно связать изделие. Так, вот у меня уже потихоньку виден этот край, и потихоньку получается. Мне кажется, немного тормозит. Прошу прощения, инет тупит. Двойная резинка — это есть полая? Ну, да, в принципе, да, двойная есть полая, потому что полая, она как раз таки двойная, а двойная, она создается за счет полой резинки. Так, обычным вяжу 2 на 2. Хорошо. У вас, тоже подтормаживает? Может, мне подключить уже мобильный интернет? Я так переживаю, что сейчас что-нибудь случится. Короче, вот так вот монотонно мы вяжем всю нашу резинку, все 8 рядов. Приветик, я 1 на 1 буду, очень ее люблю. Да, 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 это тоже можно. Я показываю вам в каждом интенсиве что-то новенькое, чтобы не повторяться, потому что 1 на 1 или там, я не помню, 2 на 2 или сколько мы вязали. Вязали очень уже много раз, по-моему. Я уже вот и то это все с вами вместе делала, поэтому хочется что-то новенькое. И я здесь придумала вот такой способ, чтобы разнообразить и себе модель свитера, и вам тоже было интересно что-то новенькое узнать. Не хочется повторяться. Так, связала я еще один. Так, у меня тормозит, я привыкла. У меня хорошо, нормально, чуточку тормозит, все хорошо. У меня тоже чуточку тормозит. Я тоже, кажется, уже привыкла. Так, дальше я вяжу, кружочком отмечаю, следующий мой рядок. Потом, когда мы доберемся до последнего изнаночного ряда, там мы уже будем делать прибавки. Какой это ряд будет, я даже сейчас вам не скажу, потому что, в принципе, вы можете в данном случае вязать и смотреть на ширину вашей резинки, то есть измерять сантиметровой лентой ее. Но здесь как бы не запрещается связать на один рядок больше или меньше, или вообще что-то поменять, потому что сильно роли не сыграет. Так, немного тормозит, не тормозит. Ой, девочки.
Ну ладно, посмотрим сейчас, что дальше будет происходить. Если начнет тормозить, то я включу мобильный интернет. Давайте, если есть вопросы у вас, пишите еще. Так, тоже тормозит. Ну, главное, что на "Ютубе" все гладко, как всегда. Ой, мы с вами уже 25 минут общаемся. Ничего себе! Сашенька, не поняла, почему ты сказала, что не 8, а 16 рядов резинкой у тебя получится? Потому что мы вяжем полую резинку, и у нас один ряд полой резинки. Ой, как бы объяснить, понимаешь, мы в одном ряду провязываем все лицевые петли, а изнаночные просто снимаем. А с другой стороны мы будем эти самые изнаночные провязывать лицевыми. И у нас один ряд получается двойной. Один слой передняя часть резинки и второй слой задняя часть резинки. И чтобы связать один слой и второй слой, нам нужно развернуться, связать туда-назад. Чтобы связать туда-назад, это будет 2 ряда. И в итоге получается 16 рядов. Но по факту у нас, как бы не то, что даже по факту это 16, а по расчетам 8, и 8 их и будет. 8 галочек будет с одной стороны, 8 галочек с другой стороны, лицевых петелек. Просто мы вяжем половину петель в одном ряду и половину петель в другом ряду. В полой резинке так. Если у тебя простая резинка, то у тебя будет ровно 8 рядов. Так, чуть-чуть не считается. Это руки быстро двигаются, наверное, поэтому камера немного не успевает. Ой, да-да, я тут кое-как вяжу, ковыряю, еле-еле, чтобы было все видно и чтобы как-то, знаете, самой не сбиться с пути. Может показаться вам, вот вы сейчас немножко свяжете, может вам показаться, что слишком узко. На самом деле она хорошо тянется, эта резинка, и вы получите ту ширину, которая вам нужна, если плотность вашего вязания совпадает с плотностью образца. Так, отмечаю следующий рядок. Так, это как английская, только без накида. Ну да, наверное, да. Да-да-да. Но просто в английской там действительно такие вытянутые петельки получаются, а здесь они обычные, не вытянутые. Вот, если мы сейчас посчитаем галочки, у нас раз, 2, 3. Ровно 3 галочки. И как видите, вот 3 рядочка я отметила. Но мы с вами связали туда-назад уже 6 раз. Вот 6-й раз будем вязать. И с этой стороны как раз 3 галочки. Так, больше нити идет на такую резинку. В 2 раза больше. Ну, не в 2, я не скажу, что в 2 раза больше. Конечно, это я сильно сказанула, но больше чуточку. Тоже должны это понимать. Сашенька, в "Ютубе" будет завтра эта запись болеть? Начала, лекарство приняла, вырубает теперь. Да, конечно, будет, запись идет. Яна, выздоравливай. Ты что? Перед Новым годом болеть нельзя. Так, можно ли вязать кардиган ребенку с вточным рукавом или таковых не существует? Можно, конечно, можно. Я вязала прям вот совсем малюсеньким деткам до года, тоже с вточным рукавом, все прекрасно. Вот считается, что реглан или там спущенное плечо это самые такие, ну больше даже реглан, самые такие настоящие детские фасоны. На самом деле вточной рукав подходит абсолютно всем, и я его, в принципе, даже больше, чем реглан люблю. Ну, потому что изделия, четко сидят как-то, я не знаю даже, как сказать, но они четче сидят на плечах. Почему-то мне так кажется. Мне больше нравится, как сидят изделия с вточным рукавом. Так. Саша, закрытие иголкой на этот набор зрительно похож одно на другое. Да, мы будем иголкой закрывать, наш вырез. Сейчас я покажу. Вот у меня тут свитерок рядом. Сейчас я покажу вам. Я нитки так и не спрятала, кстати. Сейчас вы будете пугаться, наверное. Вот, смотрите, у меня с собой этот свитерок. Вот, видите, край мы будем, когда обвязывать, он именно иголкой закрыт. То есть, как бы зеркальное отражение нашей нынешней резиночки. Вот. Спасибо за ответ. А я хотела по прямой вязать.
Можно по прямой, но мы в этом интенсиве учимся именно кат вывязывать, пройму, поэтому лучше сделать так, как мы вяжем, чтобы было чему научиться. А то скучновато, мне кажется, слишком будет. Так, вяжем дальше. Здесь уже, чем дальше вы поднимаетесь, тем легче вам уже будет вязать. И вот, кстати, вы, связав 3 рядочка, вы можете дальше перейти просто на резинку 1 на 1 и вязать тоненькую резинку, не двойную. Я хочу вот тоже в этой модельке все-таки связать двойную, она будет такая прикольная. Поэтому я продолжаю вязать полой резинкой столько, сколько мне нужно. Я решила, что у меня будет 3 сантиметра моя полая резинка. Вот почти половину я уже провязала. И через ряд я уже могу измерить. У меня должно получиться сантиметра 1,5 моя резинка. Хорошего неглючного эфира. Ой, ты чё? Не надо так говорить, сейчас он заглючит. Спасибо, сама не в восторге от простуды, вообще не вовремя пойду лечиться. Пока-пока. Яна, давай, счастливо тебе. Ой, Сашенька, как страшно, нитки не спрятала. Не спрятала, да, потому что я активно ношу этот свитерок, а нитки внутри еще не спрятала. Ну, ну я спрячу их обязательно, как найду время. Знаете, есть, наверное, люди делятся на 2 типа. Одни себе более аккуратно все вяжут и для себя делают лучше, чем для других, на заказ не так стараются. А есть люди, которые, наоборот, для себя там нитки не спрячут или где-то, если какую-то ошибочку допустят, то они на это закроют глаза. Если вяжут на заказ, то, 100% будут делать все идеально настолько, насколько, наверное, даже не могут, а перепрыгивают через свою голову. Вот я, наверное, к первому типу людей отношусь, потому что я, если вяжу для себя, то, могу где-то допустить, вот, например, как с этим плечом. Плечо у меня получилось чуть шире, чем надо, я это допустила и хожу теперь так. Ну, просто приняла это и хожу, и не стала перевязывать. Если бы я, конечно, вязала на заказ, я бы над этим плечом сидела очень долго, чтобы достичь того, что у меня, ну, как бы в голове, чтобы меня совесть потом не мучила. Так. Вот я уже сейчас туда-назад свяжу и померяю, сколько у меня тут получилось. Ну, где-то вот в таком виде будет резинка. Можно измерить сейчас. Ой, смотрите, она у меня 1,5 сантиметра получается. То есть четко я посчитала, у меня 8 рядов будет 3 сантиметра, как я и хочу. Почему я в растянутом состоянии измеряю? Потому что у меня двойная резинка, и я считала ее по обычной резинке 1 на 1, не двойной. То есть она у меня вот по такой считала я резинке. То есть она у меня 100% будет в растянутом виде на мне сидеть. Поэтому я так ее измеряю в растянутом виде. Здесь уже хорошо дальше видно, где лицевые, где изнаночные петли. Можно посмотреть, не ошиблась ли я где-то в крае. Тоже внимательно. Ну, вроде нет, вроде все нормально. Перевязывать не нужно. Так, и вяжем дальше. Девочки, вы тоже вяжете там? Кто чем занимается? Напишите. Да, и мне еще надо показать вам, как я... Давайте, наверное, я сейчас это покажу. Когда я довязала резинку, сейчас я довяжу до конца и расскажу, а то времени немного остается, может, мы не успеем, и тогда получится, что я не рассказала то, что хотела. Лучше я сейчас заранее расскажу. Здравствуйте. Все, и тишина. Я спокойно довязываю до конца. Хочу вам показать. Смотрите, предположим, мы связали нужное количество рядов. Так, я себе хейворд вяжу, петли путаю, вяжу спинку, вяжу. Ой, круто, девочки, я рада, что мы вместе вяжем. Предположим, что мы довязали до конца, сколько нам нужно. В последнем вот здесь изнаночном ряду я добираю петли, мне нужно добрать 16 петель. То есть я так и вяжу лицевую, изнаночную снимаю, лицевую, изнаночную снимаю. Там, например, петельку добавила, намотала на спицу. Дальше лицевая, изнаночную снимаю, намотала на спицу.
И так вяжу вот 16 петель, у меня получается через 5 петель плюс 1 петля. У вас будут свои расчеты, они, может быть, уже есть. А затем, когда я начинаю вязать свои узоры, вот у меня 25 сантиметров, 56 рядов. Я помимо вот этой таблички еще имею табличку с узорами. Вот такую. Ну, это не то, что табличка, просто узоры, нарисованные на клеточке. Когда я вяжу свой первый ряд, я отмечаю здесь, в клеточке, что я начала вязать первый ряд. И затем здесь я ставлю точечки. Ставлю точечку здесь, у меня первый рядок. Затем ставлю точечку у меня здесь первый рядок. И ставлю точечку у меня здесь первый рядок. То есть я, когда вяжу свои узоры, я могу посмотреть, в каком месте я начала его вязать и что мне нужно сейчас, какие переплетения сделать. Здесь я посмотрела, мне эти нужно сделать. У меня так узор и идет. Смотрите, здесь у меня платочная вязка, потом вот такая косичка, вот она, значит, я вяжу вот эту часть. Потом у меня ромб, значит, я вяжу вот этот ряд. Потом у меня мой большой узор, значит, я вяжу вот этот ряд. Связала изнаночный ряд у меня по рисунку. Дальше отмечаю второй ряд здесь обязательно, чтобы не запутаться. У меня вот эта вот часть, вот здесь я отмечаю, просто смотрю, сколько мне нужно провязать. А здесь отмечаю свои рядочки, которые я вяжу. Потом я поставлю точку здесь, второй ряд, точку здесь и точку здесь. И точно я буду знать, какие мне нужно сделать переплетения в этом ряду. Таким образом, я отмечаю в двух местах процесс своего вязания, я точно не запутаюсь. Если я буду отмечать только здесь, то мне придется постоянно считать, сколько же рядов мне нужно еще довязать. Если я буду отмечать только здесь, то я могу запутаться, например, в ромбе, какое мне делать переплетение. Когда я, например, свяжу вперед первый, а потом буду вязать спинку, я уже все узоры хорошенько изучу, и когда, например, я буду вязать спинку, возможно, мне вот это уже не нужно будет. То есть я уже могу не отмечать, могу отмечать только здесь, потому что узоры я четко запомнила наизусть. Но если вы никак не можете запомнить или сомневаетесь, тогда лучше отмечать здесь и здесь, будет гораздо эффективнее. И, кстати, потом, например, предположим, мы связали все 56 рядов и закончили там где-нибудь в каком-нибудь ряду. Тогда я везде ставлю вот такие полосочки типа. Эти полосочки означают, что, значит, после нее у меня идет пройма. У меня такая полосочка в пройме отметка, потом у меня такая полосочка, где вырез отметка, и полосочка, где скос плеча. То есть я, когда буду потом вязать спинку, если я буду пользоваться вот этими схемами, значит, когда я упрусь в полосочку, у меня будет здесь последняя точка, значит, я буду знать, что у меня и здесь должны ряды закончиться, и я дальше начинаю вязать пройму. Таким образом, я себя еще хорошенько проверяю. Правильно ли я все связала, правильно ли у меня все поместилось. Еще очень удобно, вот, например, ромб. Сейчас мы пока это не вычисляли, потом, когда мы будем вязать пройму, нам нужно вычислить, чтобы у нас хорошенько поместился ромб в, как это сказать, в высоту, чтобы не получилось, что ромб я закончила где-то здесь или где-то здесь. То есть, если так получится, то я либо добавлю там пару рядочков, либо наоборот отниму, у меня пройма либо глубже будет, либо чуть-чуть поменьше. И сам свитер, соответственно, либо чуть длиннее, либо чуть короче будет, чтобы у меня четко поместился ромб. И вот когда я буду знать количество рядов общее, тут я тоже могу посчитать, сколько у меня рядов и где у меня закончится мое вязание. То есть вот здесь на схеме очень удобно это считать. Обязательно перерисуйте себе ваши схемки сюда в тетрадку, либо распечатайте, это уже не имеет значения, так, чтобы у вас были клеточки рядышком. И по этим клеточкам вы будете отмечать. Сейчас я вам покажу, как я вязала свой первый свитерок. Вот, смотрите. У меня здесь, может быть, плохо видно, но у меня было здесь раз, два, три, четыре узора, и я все узоры, видите, точечками все отмечала. Вот это отдельные части у меня, это у меня рукава. Здесь я отмечала, как раз вязала, что я вязала? Спинку вперед, потом я вязала две части, одну часть после выреза, вторую часть после выреза, и тоже все это отмечала. То есть вот таким образом я работала. И здесь еще параллельно вот у меня были отметки, как раз вот эти мои клеточки. Вот у меня узор до проймы, вот у меня пройма пошла, и вот описание самой проймы. Это очень удобно, вы точно не собьетесь. Вот что я вам хотела важное рассказать.
Отмечайте в 2 местах. Так, сейчас почитаю. Привет, тоже вяжу, заканчиваю свой свитерок. Приветик. Привет, Саша, вязала, а теперь пойду ребенка купать. Приветик. Если вязать одним номером спиц резинку и полотно, то получится ли сам свитер прямым? Хочу прямой, без стягивания. После стирок, Залина, после стирок получится резинка, если ее связать таким же номером спиц, как и основное полотно, так, мне нужно отметить. Ой, резинка все равно растянется. В процессе носки после стирок она растянется в ширину. То есть, чтобы она не растягивалась, нужно там по-особому ее связать. Нужно связать ее очень плотно, и тогда, возможно, она будет держать форму. Но, в принципе, большинство пряжи немножко растягивается. Поэтому после стирки, возможно, или после даже ВТО свитер станет ровным. То есть резинка снизу не будет стягивать полотно. Но, по крайней мере, все мои свитерочки, которые чисто я ношу, они после стирки такими и стали. Если у меня не было цели связать очень плотную резинку. Пока образцы сохнут, шапку вяжу мужу. Сделала очередное ВТО еще одному образцу. Ой, какие вы молодцы, сколько вы всего сделали. Я шаль довязываю, не могу сразу много вещей вязать. О, тоже вяжу. Образец вяжу, решила все-таки спинку с рукавом сделать не гладью, а узором рис. Так будет, наверное, интереснее. Может быть, да, может быть. Распускаю 4 рядочка, так как нашла ошибку. О, это тоже хорошо. Хорошо, что ошибка нашлась, и хорошо, что распускаете, а не оставляете все как есть. Можно пару рядов пола, и затем обычно, как при закрытии иглой. Да, я ж про это и говорила. Вы можете после полой резинки перейти на обычную. Я показывала, как это сделать, поэтому в этом случае я показываю уже другой способ, по-другому вяжу. Так, вяжу носочки племяннику под елочку. Ой, как мило. Я вяжу снуд ковбойку. Ой, я даже не знаю, что это. Сегодня пришла пряжа, довяжу горизонтально на днях на рукавчик. Ух тышка, скиньте мне фотографию потом обязательно. Вяжу шапку. О, наверное, холода настали, да, поэтому вяжете шапку. Ой, я тоже на листике уже нарисовала некоторые узоры, буду отмечать, чтобы не запутаться. Вот, правильно, отлично. Я уже показывала этот способ, когда мы снимали видео по вязанию свитера с араном и регланом. Я там как раз это все показывала. Так, что-то у меня заикается. Почему счетчиком рядов не пользоваться? Зачем табличка? Мне табличка удобнее оказалась, и я, ну, как бы девочкам тоже всем табличку советовала, и все довольны, и всем понравилось. Вы можете пользоваться тем, что вам удобно. Можно счетчик рядов, пожалуйста. Это тоже по вашему желанию. Мне удобнее табличка. Счетчик я все-таки, я еще попробую электронный, но счетчик, который обычный, все-таки у меня не прижился. Мне неудобно. Я вяжу и думаю, может с определенными условиями разыграть скидочку на приобретение у меня в магазине пряжи среди тех, кто уложится в срок. Яна, давай, вот девочки пишут, хорошая идея, давай. Ой, у меня глаза на лоб вылезти от твоих точек и полосок. Ага, вылезут глаза на лоб. Не, ну когда вы у себя будете это все отмечать, все будет очень круто. Хорошая идея, мы за. Как всегда, там подписаться. Подписываться. Здравствуйте, здравствуйте. И я распустила 2 ряда. Тоже, наверное, ошибку какую-то нашли, да? Ну, это бывает, ничего страшного. Я тоже иногда распускаю. Ну, короче говоря, девочки, вот таким образом продолжаем мы вязать нашу резинку. Ничего нового вам уже, наверное, не расскажу. Но еще давайте поболтаем. У нас еще есть 20 минут, 15 минуточек. Было бы здорово с розыгрышем. Яна, думай, давай, если что, давай организовывать. Ты можешь сама выбрать девочку, которая выиграет. Ну, хотя я не знаю, как это обычно бывает. Это уже тоже по желанию.
У нас в предыдущем интенсиве был, такой же розыгрыш среди тех, кто успел связать свитерок горизонтально. Был розыгрыш вот такой тетрадочки, как у меня. Я показывала ее, вот такая. Показывала ее в одном из видео, и девочка уже получила эту тетрадочку, уже пользуется. И, кстати, эта девочка, Игуш, она и в этом интенсиве участвует. Так что это, я думаю, очень круто, когда в конце интенсива еще разыгрывается какой-то подарочек. Так, так, так. Здесь, наверное, лучше вот так связать. Яна, устраивай. А у меня 3 дочки. Связала маленькой дочке свитерок регланом. А дальше другим вяжете. Я перед интенсивом связала платье дочки, начала по твоему мастер-классу платье оверсайз, а получилось в результате с карманами и вточным рукавом. Впервые сама считала. О, вот это здорово, вот это здорово. Яна, а почему нет? Почему сама не хочешь вытягивать девочку, которая выиграет? Так, я отметила, видели, да, рядок, и продолжаю вязать дальше. Теперь вяжу средний. Потом еще старшей буду вязать. О, здорово! Ну, все девочки будут довольны точно. Работы хватает у вас, потому что много дочек. Добрый вечерок. Я пропустила всю резинку и набираю итальянским способом. А, распустила. Ну, если вам итальянский больше понравился, то хорошо. У вас свитер будет тогда лучше, если вам итальянский нравится больше. Вот так это все выглядит дело. Видите? Резинка двойная. Она, в 2 раза толще, она поплотнее, и она вот с таким красивым аккуратным краешком получается. Так, мне неудобно, расстроятся другие. Мне тоже неудобно. Знаешь, как мне было неудобно перед теми, кто не выиграл? А что поделаешь? Зато я радовалась за Игуш, которая вот сейчас радуется, наверное, тоже, потому что получила тетрадочку. Надо рандомом. Да, рандомом мы и будем делать, но вытягивая, билетик. Мне кажется, так интереснее, чем включать какую-то программу. Например, я получаю кайф, когда я пишу ваши, ники на тетрадочке, на листочке, потом все вырезаю, потом достаю. Не знаю, мне кажется, это круто. А когда просто включаешь программу, то как-то. Или ты имела в виду рандомом в смысле листочками, как я говорю? Ну, как захочешь, так и сделай. Да, Яна, мы примем любые условия. Ты, если такое надумаешь сделать, то давай. Здесь тоже вот так. Так, отмечаю следующий ряд. У нас осталось с вами. Давайте, наверное, камеру переверну. Я объяснила, как что я делаю. Камеру переверну и потихоньку с вами попрощаемся, если что. Вот у меня что получается. Вот такая резиночка. Она что с одной стороны одинаковая, что с другой стороны. И край у нее вот такой красивый, аккуратный. Все, давайте я камеру поменяю. А, нет времени вытаскивать листочки. Придумаем. Ну хорошо, думай, Яна, тогда думай, если что. Я за. Я думаю, девочки тоже за. Правда, я в этих розыгрышах ничего не выигрываю, но для меня это не важно. Мне прикольно вот именно сам процесс организации все это устраивать. В чем заключался розыгрыш? А, прибавки. Как показать, как я делаю прибавки? Ой-ой-ой. Давайте, наверное, тоже покажу. Сейчас еще раз камеру переверну. В чем заключался розыгрыш? Ну, давайте я все думаю про прибавки. Давайте я рядок довяжу, и в следующем ряду покажу прибавки, и потом просто их распущу. Розыгрыш заключался в том, что мы разыгрывали
Блокнотик этот среди тех девочек, кто успел уложиться в срок и связал за 3 недели свитерок горизонтальный. У нас в предыдущем интенсиве мы вязали свитер горизонтальный. И от рукава к рукаву. Видео, кстати, все есть на ютубе. И потом мы среди тех девочек, кто успел связать, кто получал сертификаты, которые еще никто не получил, потому что я, как всегда, туплю. И среди этих девочек мы разыгрывали этот блокнотик. То есть у девочек был стимул закончить вязание в срок, чтобы еще был шанс получить блокнотик. Так, сейчас я покажу все-таки прибавки, давайте. А то нечестно будет, обещала и не показала. Есть же генераторы числа из списка, например, присваивать номера по порядку окончания, и мы все у Саши в списке пронумерованы. Не, я хочу именно вот так листочек вытягивать, потому что, я же говорю, через программу это как-то слишком скучно. А когда я пишу ваши имена на листочке, а потом вытягиваю листочек, это как-то более весело, что ли. Не знаю, мне так кажется. Давайте я еще раз переверну камеру и покажу, как я буду делать прибавки. Вы меня уговорили. Но это будет правильно показать. Так, смотрите. Сейчас я шнурочек этот уберу. Смотрите, вот, предположим, мы уже закончили наше вязание. Предположим, сейчас будет наш изнаночный ряд, в котором мы будем делать прибавки. Мне нужно делать прибавки плюс 1 через каждые 5 петель. Но у меня здесь получилось число 4,75. То есть это не через полных 5 петель, это 4 с капелькой. Поэтому, наверное, я сделаю сразу прибавку после кромочной. Скорее всего, у меня, ну, как-то более-менее это должно получиться. То есть я кромочную снимаю, вот так вот ниточку натягиваю на пальчик, эту ниточку переворачиваю вот так, и надеваю ниточку на спицу, вот так. Затягиваю хорошенько. Это у меня первая прибавка. В принципе, вы можете здесь написать все свои 16. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот так написать все свои прибавки и отмечать. Вот первую вы сделали, чтобы не запутаться. Дальше мы считаем 5 петель. Лицевая, изнаночная, лицевая. Это 3, 4, 5. Связали 5 петель, делаем следующую прибавку. Вот так. Отмечаем, вторую прибавку сделали. Дальше снова изнаночную мы снимаем. Лицевая, изнаночная. Это 3, 4, 5. Делаем следующую прибавку. Отметили здесь. Вяжем дальше. Лицевая, изнаночная, лицевая. Это 3, изнаночная, лицевая 5. Прибавка, отметили. И так вяжем дальше. Изнаночную снимаем, лицевая, изнаночная это 3, лицевая, изнаночная 5. Делаем прибавку. Готово. Отметили, сделали пятую. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. Сделали прибавку, отметили. Здесь затягиваем потуже, посильнее, чтобы потом, когда мы вязали наши уже узоры, чтобы у нас не было слишком больших дырочек. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали прибавку. Вы можете делать прибавку из протяжки. Понятно, отлично. Можете делать прибавку из протяжки, но здесь, честно говоря, я бы не рисковала, потому что резинка двойная. Если у вас резинка будет одинарная, тогда можно из протяжки. Будет более плотно, и тогда точно никаких дырочек не будет. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас я сделаю до конца, чтобы понять, что у меня там уложилось, я не уложилась. 1, 2, 3, 4, 5. Делаю прибавку. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавку. 10-я, чтоб я уже на будущее знала. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Приветик. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Так. 12-я. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Это 13-я.
Ой-ой-ой, у меня тут, может быть, надо будет через 4. Так, в конце считаю. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз. Раз, 2, 3, 4, 5. 2. 2, 3. Не, все отлично, все нормально. Еще раз. Раз, 2, 3, 4, 5. Еще одна. Зависла, да? Ну ничего. Дальше. Раз, 2, 3, 4, 5. Вот еще одна 15 и 16 я как раз делаю. Раз, 2, 3, 4, 5. 16 я как раз делаю перед кромочной. Вот так. Тут у меня еще одна изнаночная и кромочная будет. Вот так я сделала прибавки. И следующий ряд я уже лицевыми петлями. Следующий ряд уже лицевыми, в смысле не лицевыми, а своим узором. Уже узором, используя вот эти схемы, я вяжу свой ой, в смысле наоборот, свой первый ряд, который я буду отмечать вот в этой таблице, когда мы будем вязать узоры. Все, значит, резинку мы закончили и вяжем уже узоры. Петель у нас уже такое количество, которое нужно, 92. Вот у меня 92. Желательно еще раз перед тем, как связать, все это дело пересчитать, правильно ли вы донабрали петли. У вас должно быть 92 плюс 2 кромочные. Так, сейчас я подключу последний раз эфир, попрощаюсь и все на этом. Как раз за 55 минут мы успели сделать то, что нам нужно было сделать. Я пока распущу этот рядок. Пока распущу этот рядок. Сейчас эфир включу. Что-то у меня не получается. Сижу, молчу, а девочки не подключаются. Я хотела попрощаться и все, и завершить эфир на нормальной ноте. Ну что-то... подключается. Девочки, все, я уже все показала, мы все доделали. Давайте будем прощаться до понедельника. Сейчас я скажу домашнее задание. Я как раз тут уже этот рядок распускаю, который я связала сейчас с прибавками. У меня там все получилось. На ютубе, если что, посмотрите запись. Домашнее задание какое? Вам нужно связать спинку и вперед до проймы, вот до этой части. Да, все успели, отлично. До проймы связать спинку и вперед и скинуть мне фотографии. Это нужно сделать, кажется, до 2 января, по-моему. Посмотрите еще в закрытом профиле Инстаграм сроки. И если вы не успеваете, тогда хотя бы одну мне детальку скиньте, или спинку, или вперед, что у вас получилось. И потом мы подумаем, что там насчет новых сроков. Но я думаю, что до 2 января должны все успеть, если там пряжа приедет, если расчеты сделаете, если все будет нормально. Вы связали, например, первую деталь до проймы, что вам нужно сделать дальше? Дальше вам нужно отложить спицы и вязание и приступить к вязанию следующей детали. Естественно, моточков у вас несколько, то есть просто берете новый моточек и от нового моточка начинаете вязать следующую деталь. Все петли можно перекинуть либо на другие спицы, которыми вы не пользуетесь, либо на ниточку, либо на булавку. Ну вот что вам не будет мешать в процессе вязания следующей части. Можно сразу вязать одновременно 2 части, это разрешается. Все, давайте будем прощаться до понедельника. В понедельник я вам расскажу про пройму, как делаю ее я. Там тоже, ну, чисто такие мои наблюдения, которые я с опытом, как бы это сказать,
обнаружила, я не знаю, в которые я использую с опытом. То есть я не знаю, как вяжут другие люди пройму, как делаю я расскажу вам в понедельник. Все, буду прощаться, пока, до понедельника. Вяжите, скидывайте мне домашние задания. И я думаю, что если вопросы у вас будут, то тоже можете обращаться, буду вам помогать. Все, под видео, кстати, вы тоже можете задать вопросы, те девочки, которые не в интенсиве. Пока-пока.